Так, всем привет! В общем, сегодняшнее видео посвящено устраняем скрипы на деревянном полу. Полу уже хрен знает сколько лет. Ну вот, начал делать ремонт в комнате. Соответственно, как же оставить этот момент без внимания? В общем, поехали. Сделать так, чтобы пол не скрипел. Не знаю, основательно срывать не хочется его. Попробуем поверхностно протянуть, пробить. Дырки может запенить, как подложку. Не знаю, что получится из этого. Но это, конечно, ужас. С утра-то собирается, тут возле зеркала стоит. В общем, все семейные просыпаются сразу. В общем, предварительно, конечно, убрал все с пола. Сейчас швабру все осталось. Убрал плинтуса в свое время. Делалось так все по-быстрому. Да и сейчас, в принципе, время не сильно отличается. Срывать полностью полы и заливать стяжку не хватает у меня сил. Попробую по бюджетному. Также сниму линолеум, протяну доски, где надо большие перепады. Большие перепады здесь сострогаю, так как в комнате делал. Здесь тоже большие. В общем, не знаю, получится, нет. Потому что в одном месте, вот здесь у меня, я уже 1000 саморезов вкрутил, наверное. Все равно не уходит скрип этот. Не знаю. В общем, я надеюсь, хотя бы поменьше будет. Если уж совсем не получится, поживем пока так, до лучших времен. Понятно, что идеальный вариант это заливать стяжку, ну хотя бы керамзит проливать и делать уже основательный пол. Ну это ужасно. Это ужасно. Ладно, посмотрим, что получится. Начинаем. В общем, здесь будет сейчас грязно. Электрорубанок. Взял вот такой, ну, я уже давно взял, когда в комнате ремонт начал делать. Плохо фокусируется. Короче, так как с домиком для улова пыли здесь я не развернусь, заклеил проем пленкой. Здесь коридорчик маленький. Закроем все двери, чтобы сквозняка не было. Конечно, там под дверью будет туда залетать. Но я здесь буду только самые критичные моменты проходить. То есть вот это центральная доска прям. Она сильно бугристая. И здесь тоже
некоторые моменты есть. Покоробило от времени уже доски. В общем, не знаю. Сейчас, наверное, тряпкой все-таки возьму, заткну здесь. Жестим, начинаем мусорить. Так, надо намусорить все в один приход. Потому что грязь уже задолбала. Сейчас за раз весь коридор пройду. Представляешь, все закрыл, такая духота здесь стала. Сразу, моментально. Так, а это гвозди пробивать. Ну что, все, Настюш, я начал. Можно тебя еще попросить респиратор мне дать? На компьютерном столе лежит сверху. Здесь дышать вообще нечем. Спасибо тебе большое. Ну ладно, здесь площадь небольшая. Кстати, без вспышки пыли меньше видно в камеру, чем со вспышкой. Так, ну... Это жесть, конечно. Без респиратора вообще делать нечего, вон он. Черный. Ну это все, труба, надо уходить. Ой, пока пыль не усядет. Сейчас схожу, глаза помою. Труба, замкнутое пространство. Это, блин, жесть. Вон и весь мокрый течет. Ну так вроде ничего, все, отстругался. Основную доску снял. Сейчас пыль уляжется, чтобы не разносить. Здесь заклеил. Там подстелила. Вот про ванну с туалетом, конечно, я позабыл. Там, походу, набило пыли. Ну так, эта доска. Я уж тоже, походу, вон молоточками пробивал, но надо подмести и нормально пробивать пол. Короче, надо уходить отсюда. Уходить, ждать пока осядет пыль. Ну что, вариантов нету, конечно, с домиком. Вот в чем разница, да? Есть с домиком и без домика. В общем, ладно, пойду умоюсь. Будем продолжать потом. Посмотрим, сколько залетело. Это я не закрыл. Ванну я уже подмел. Вот так, забыл тряпочки подложить. Ну ладно, будем выметать. Пылюка, конечно, жопа. Вот так примерно. Что у нас тут получается? Целая куча. Целая куча опилок. Ладно, убираем и будем пробивать гвоздики. Ну что у нас на данном этапе? Все не меньше уже. Посмотрим, что получится. В общем,
Задача следующая. Пробиваем все гвозди двумя молотками, чтобы попадать в один. Ставлю, другим бью. Саморезы взял 70-ку и шуруповерт. И, в общем, будем делать. В общем, перерывчик. Так как крутил в каждую доску по 2 самореза, здесь шаг как будто шире, чем в комнате. В общем, ушло полкилограмма саморезов, ну меньше, чем полкилограмма, потому что я боролся с тем скрипом, там еще всадил сколько-то. Но основная часть вот здесь хватило на пол коридора. Да, и шурик сдох. Один аккумулятор у меня, второй отдал ребятам. В общем, вот такой пока промежуточный итог. Сейчас поставлю на зарядку и за саморезами схожу. В общем, основное, где скрипело, вроде как ушло. Я думаю, сверху USB-шку постелю. Вообще нормально будет. Ну, можно вот прихорашиваться. И в принципе нормально. И здесь будем доделывать. Ну, тоже не очень уже скрипит. Здесь, конечно, я еще ничего не делал. Но здесь не очень скрипело. В общем, пока получается. Вот что у меня вертит тут. О, нашел. Ну, также похожу. А, в одном месте, кстати, где так, в одном месте, кстати, вот саморез наискосок короткий вкрутил. Между собой доски что-то немножко потрескивали, подскрипывали. Ну, вроде ничего. Зафиксировал их вместе, стал нормально. В общем, пока передышечка. Ну, продолжаем дальше делать все. Пауза. Продолжаем нашу эпопею. Я что хотел рассказать. Сходил, зарядил аккумулятор, съездил за саморезами. Тот магазин, который обычно беру, он закрыт. Там саморезы стоят 170 рублей килограмм. Ну, неважно, в принципе, какие. Доехал я до другого магазина, потому что надо заканчивать сегодня. И что-то я озадачился. Там стоимость 240 рублей. Как бы дороже. Ну, думаю, ладно, я же не тонну покупаю. И, соответственно, развил мысль. Ну, тут не сложно перемножить 240 на 1000. Получается 240 тысяч стоит тонна саморезов. Как бы теперь мысль эта не дает покоя. Потому что тонна лома стоит 8,50-10 тысяч рублей. Профиль там или арматура порядка 50 тысяч рублей. А саморезы, получается, какие-то сверхприбыли, что ли, 240 тысяч рублей за тонну металла. Да, изделие, но не в таких же размерах.
В общем, походу надо заниматься производством саморезов и крепежа. Нормальная тема. Берем на заметку. Ладно, мы продолжаем. Наше дело. Наше дело маленькое. Купил еще 40-х, потому что у меня на USB-шку тоже немного там осталось. Дюпеля пропиленовые. Это для под плинтус. Я не покупал у меня. Ну, как не покупал? Покупал для работы. И еще не использовал. Ну, мне здесь и немного и надо. Плинтусики. В общем, сейчас докручу. Докручу и будем стелить USB. В любом смысле потом и кровью окроплен этот ремонт. Вчера поранился, сегодня он уже отливается. С меня ждет кап-кап-кап. Так, ну, что у нас тут промежуточная? Ну, вроде не скрипит. Если где-то скрипнет, то я думаю, что не сравнить с тем, как было. Вот этот коридорчик вообще что-то туго дался. Здесь прям деревяшка какая-то железобетонная стала. Вот в этом месте. Вот этот, конечно, писк тут не проходит. Ну, походу, останется. Ладно. Осталось-то совсем чуть-чуть. Переходим на укладку USB. Так, пока шуруповерт на зарядке. Вторую часть коридора мы прокрутить не можем. Решил эту часть попробовать закрыть USB. Вот сейчас стоит дилемма, как раскраивать листы, так как коридор весь кривой. Здесь аппендицит этот, здесь и заход еще под к этому ламинату. Короче, в комнату. Сильно маленькие кусочки тоже не хочется делать. Так, у нас лист. Я кусок занес, потому что там у меня есть еще 2,50 на 1,25 м. В общем, убираешь, мусоришь, убираешь, мусоришь. Нашел здесь еще косяк, выпирала доска. USB нормально не стал. В общем, топор такой пригодился мне. Кстати, нормально достался в подарок. Делал заказ на этом Фрогого. Периодически там подарки такие. Топорик, короче, на халяву получился. Ладно, продолжаем. Также еще это, пока обдумывал, как раскрою USB в этих кривых углах, зарядился аккумулятор. Так что сейчас уже докручу и буду размышлять. Дальше надо раскраивать. Очень хочется сегодня успеть, но что-то пока перспективы не радужные. Ладно, по максимуму будем делать. Короче, хрень полная. Места нету. Решил маленькими кусочками делать. Ну, максимально там по длине вырезать, чтобы без маленьких. Так размечу. Сейчас потом это первый лист ляжет вот сюда. Придется резать вертикально, стоя. Не получается. Возле входной двери поставлю 142, там самый большой размер, а дальше буду подгонять. В общем, 142. Когда стены кривые, жопа с ремонтом. Все дольше
двигается, чем надо. Так. Здесь хорошо, там мало кто наступает. Сейчас пенкой пройду. Еще чтобы линолеум не провисал туда. И все. В общем, как обычно, планы были, но не получилось. Время уже ближе к вечеру идет. Завтра на работу. Не получилось у меня закрыть весь коридор сегодня. Ну, объем большой был. Проделать сегодня работы. И построгали, выровняли. Вот одну фанерку постелили. Конечно, из-за кривых стен. Ничего, она возле порога там не наступается. Подложил. Уголку там запеню, чтобы этот линолеум не заваливался. Здесь порожек добавится. Ну, конечно, что-то туго шли саморезы. Ну, я их осилил. И вроде как, да, вот хожу. Не скрипит. Кстати, с той точкой, которая скрипящая в зале, я уже знаю, что делать. Когда этот хлам немножко разгребу весь, то сниму USB, найду то место, скреплю между собой доски, так как здесь делал. А так вообще шикарно. Теперь тихонько можно собираться. Утром будет. Никого не будить. Ну и как бы похож на ровный пол теперь. Ладно, завтра, я надеюсь, сколько-то у меня получится сделать. На сегодня убираемся и отдыхаем. Также с часу дня начинаю. В общем, долго сначала раздумывал, как его положить, но когда первый лист лег, уже в принципе представление более-менее появились об укладке. Ориентируясь от этого листа, в общем, сделал разметку. Померил эту часть. Эту часть. В общем, этот квадрат, здесь плохо видно, но линия очертил. Уже от чего отталкиваться есть. Но есть и куски, чтобы меньше пилить, буду использовать их. Здесь такой квадрат, не очень удачный, поэтому буду делать составным. Здесь небольшой квадрат. Планирую постелить. Здесь, то есть раз кусок, два кусок, три кусок маленький, порожки сделать надо и основной квадрат. Здесь, конечно, с запилами сильно получится, потому что надо будет обойти этот угол сантиметров 3-4. Здесь будет стык коридора с комнатой. И здесь надо будет запилить все углы. Вот маленький уголочек.
и войти вот от этой полоски. Хотел было 4 сантиметра сделать, но буду входить на 10 сантиметров, так как лист у меня 130 есть. Туда до туалета в плитку войти под дверь. Поэтому зайду чуть глубже. Вот такой сложный по запилам. Учитывая то, что еще углы всякие развернутые, завернутые. Но я думаю, все получится. Начинаем. Так, что, убрался опять. Намусорил, убрал. Украл, выпил. В тюрьму. Пробуем с примерочками. Даже не знаю, с какой стороны пробовать-то. Да ты чё? С первого раза, что ли? Вот здесь что-то только мешает. Закроется. Здесь. Отлично. Вот в одном месте надо или убрать то, что внизу мешает, или немножко подпилю сейчас. С этой стороны удачненько. Супер, с первого раза. Опилить. Ну ладно, неплохой результат. Крутим. Так, придется укоротить дверь, так как пол не совсем ровный, а у нас добавилось 9 миллиметров. Поэтому меняем по длине пилу, она нормально войдет. Надо только нормально отмерить. Так, что, убираемся, стелим линолеум. В общем, все убрался, приготовил для застилки линолеума. Конечно, совершенно другой пол. По ощущениям ходишь, вообще шикардос. Конечно, понятное дело, что в идеале бы все сорвать. Доски все эти и залить стяжку, там керамзит. Вот так вообще, конечно, супер.
получается. Самое главное, не скрипит. Вот хожу, то до этого вообще трешак был. Так, ну, застелился линолеум. Он хоть и старый, но уже смотрится намного, ну как старый, относительно старый. На старом полу был. Сейчас немножко сутки-двое пройдут, бугорки все уйдут по новому полу. Ну, конечно, пол смотрится заметно ровнее. Ну и не скрипит, самое главное, чего мы и добивались. Так, ну вот, все. Финишная запись. Все, плинтусики на месте, наличники на месте. Линолеум застелен. В общем, все прошло удачно. По времени получилось примерно 2 по полдня. Ну, еще чуть-чуть. В общем, своего результата мы добились. У нас вот критично здесь было. Мы скрипели. Теперь ура, ничего не скрипит. Пол выглядит ровным. Ну, он, конечно, не по уровню. Но нормальная тема получилась. В общем, ура. По USB вышло у меня тоже 3 листа. Ну, еще лист в запасе остался. Не знаю, ну, применю. Здесь плинтус не доделал, так как еще стены не сделаны. Постелю пол. Здесь уже будем дошивать. Ну, здесь как-то обходить. Так, ну, на этом будем прощаться. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока. Ну и там подписаться на канал, там лайк, в общем. Всего доброго.